Граф Монте-Кристо. Добротная киноверсия знаменитого романа Александра Дюма «Магнум опус» писателя. Этот кинофильм 2024 года может дотянуться до сердца легким ритмичным касанием беглого пересказа. Трудно не заметить, что современные адаптации классических произведений часто склонны жертвовать глубиной и сложностью ради быстрого темпа и зрелищности. В результате особая атмосфера и эмоциональная глубина, присущая оригинальным текстам, нередко теряются. Роман «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма – это не просто закрученная история о мести с множеством ярких поворотов. Это размышление о жизни, о том, как человек преобразуется под действием обстоятельств и собственных решений. Увы, новая экранизация, и это, конечно, на мой взгляд, справилась с задачей передачи этой трансформации удовлетворительно, но не более, оставив героев на простом и понятном уровне архетипов. Ожидания сложились не из пустого места, ведь многие читали эту увлекательную трагедию мести и были надежды увидеть развитие и углубление персонажей наравне с первоисточником. Вместе с тем зрителям предложили набор событий, происходящих слишком быстро, словно на скоростной трассе кинематографа. Глубоких эмоций, нюансов характера, драматических внутренних конфликтов – всего этого явно не хватает. А ведь именно эти детали делают произведение живым и по-настоящему запоминающимся. Да, несомненно, конечно, 1000 страниц романа не переложить в один фильм, но в этом и заключается сила творчества, способность оживить образы и дать зрителю сопереживание в киноадаптации. В этом кинофильме все это есть, но дозировано, в рамках стандартной формы односложного изложения. Фильм неплохой, но испортить Дюма — это нужно быть совсем уже бездарным, и к моей радости я никого не могу в этом упрекнуть. Но я ожидал большего и немного разочарован. Сняли весь фильм на широкоугольный объектив 24 мм, и это было чрезмерным. Существенно не хватает крупных планов телеобъектива. Особенно, когда актеры играют хорошо, и зрителю нужно показать внутреннюю борьбу. Несмотря на достойную игру актеров, герои кажутся недосказанными, нецельными, сведенными к упрощенным и сокращенным образом. В оригинальном романе сбежавшего героя спасают контрабандисты, которые помогают ему добраться до острова. А в этом фильме он доплывает до материка и приходит к дому своей невесты, где и узнает о судьбе Мерседес. Мало того, он еще и находит бесхозный парусник, на котором в одиночку отправляется за кладом. Ну и, конечно же, этот фантастический элемент картины – маски, с помощью которых герой меняет внешность. В оригинальном романе ничего такого не было. Это чистая фантастика, направленная на зрителей, которые воспринимают легкомысленный вымысел так же привычно, как новые эффекты и фильтры в ТикТоке. Из-за того, что молодого Дантеса и повзрослевшего играет один и тот же актер, и была придумана эта маска. А ведь по сюжету герой провел в заточении 14 долгих лет. Несложно догадаться, что такие реалистичные маски в 19 веке никто не смог бы сделать. Даже сейчас, в наше время, это все еще кропотливая работа гримера. Все эти допущения и упрощения были придуманы для экономии бюджета и сокращению хронометража и нацелены на нечитающую аудиторию, для которых единственная литература – это короткие посты в соцсетях. Но, пожалуй, я не буду говорить о недостатках фильма, потому что он достоин просмотра, и я не хотел бы портить вам впечатление. В этой киноленте я очень надеялся увидеть философскую переоценку и глубину мысли в сцене с аббатом Фариа. Но, к сожалению, только советская картина «Узник замка Ив» Георгия Юнгвальда Хилькевича с Алексеем Петренко в роли аббата могла подготовить зрителя, установить основу для кульминации, заставляя осознать страдания узников и уловить центральный вопрос: на что ты потратишь свою жизнь? На месть или на добро? Выйти из замка Ив должен другой человек. Какой смысл войти в эту цитадель разума одноклеточным, примитивным существом и выйти отсюда таким же идиотом, только постаревшим? У вас есть какие-нибудь политические или философские убеждения? Нет. Это естественно.
При нынешнем упадке образования все внимание уделяется накачиванию мускулов. Но после просмотра этого эпизода стало ясно, что история бегло пробежится по страницам несгораемой рукописи. И так и вышло. Исчезла связь с эпохой и с литературными отголосками прошлого, которые дают оригиналу его особый колорит и непередаваемую цельность. Возможно, это знак времени, и я склоняюсь именно к этому выводу. Зритель уже давно привык к большой массе развлекательного контента, его все сложнее увлечь романистической драматургией. Современные технологии позволяют создать впечатляющие визуальные эффекты, но никакая техника не заменит силу рассказа, способность передать настроение и пригласить зрителя в глубокое осмысление жизни. Одно можно сказать наверняка. Попытка адаптации классики – это всегда вызов, требующий невероятного мастерства и понимания текста. Это сложная задача, и, увы, не всем по силам преодолеть этот путь, но задача выполнена неплохо, хотя и осадок разочарования остается.